Верите ли вы в любовь до гроба? Это Карл Танцлер, немецкий рентгенолог, работавший в больнице Флориды в 30-х годах. Однажды он встретил девушку Елену Дей Оэс и сразу же в нее влюбился. Но безответно. Она болела туберкулезом. Карл всеми силами пытался ее спасти, ухаживал за ней, покупал дорогие лекарства и признавался в чувствах. Но было поздно. Елена умерла в октябре 31-го, оставив его любовь без ответа. Карл не смог с этим смириться. Он потратил свои сбережения, построил ей роскошный мавзолей и навещал его на протяжении 2 лет, пока резко не пропал. Через 7 лет выяснилось, что он выкопал тело возлюбленной и все это время жил с ней, подобно с живой. Когда его поймали, суд не смог вынести приговора из-за истечения срока давности, оставив его на свободе. А газеты и часть публики сочувствовали ему, увидев несчастного романтика и историю великой, но трагичной любви. Но кое-что они не увидели. Когда полиция ворвалась в его дом, они нашли не труп, а куклу. Он скрепил ее кости проволоками и вешалками, сгнившие глаза заменил на стеклянные. Гнилую кожу обмазывал воском и обтягивал шелком, набивал брюшную полость тряпками, сделал ей парик из ее же старых волос. А половые органы, по некоторым свидетельствам, заменил на бумажную трубку. Именно с этой мумией он жил и спал на протяжении 7 лет. Он уверял, что до знакомства с ней он видел ее в видениях и снах, и что мог общаться с ее трупом, и что именно она просила его освободить ее из гроба. Сам Танцлер умер в 1952 году, через 12 лет после скандала. Вместе с ним в его доме нашли восковую копию Елены в натуральную величину, которую он сам же и изготовил. Сегодня мы поговорим о теме, которую почти никто не обсуждает и даже избегают ученые, хотя это явление существует столько же, сколько существует человечество. Что происходит в головах таких людей и чем они отличаются от нас? Почему труп — это идеальный партнер? И в конце концов, что это все-таки такое? Болезнь, преступление или настоящая любовь? Представьте себе древнюю Анатолию, территорию современной Турции. 3500 лет назад здесь правила могущественная Хеттская империя. У них был свой свод законов, выбитый на глиняных табличках, и на одной из них археологи расшифровали нечто интересное. Хеттское право – одно из немногих в истории человечества, где был разрешен секс с мертвыми. Причем в этом же законе секс с собакой или свиньей карался смертной казнью. По их законам преступлением считалось то, что оскорбляет богов, как секс с животными, либо права другого мужчины, мужа или отца. Но если женщина мертва, она больше не жена и не дочь. Смерть аннулировала этот статус, и она больше никому не принадлежит. А раз нет пострадавшего, нет и преступления. Просто помойся после этого. Примерно так и гласил их закон. А как вообще можно трогать труп? Смотрите, когда вы умрете, через пару часов ваше тело начнет пожирать само себя. Миллиарды ферментов и бактерий, которые были вашими друзьями и помогали переваривать пищу, начинают переваривать вас. Они прорывают стенки кишечника и начинают жадно поедать ваши органы, выделяя огромное количество газа, вещества путрессин и кадаверин. В первые 48 часов вы начинаете пахнуть сладковатым и тошнотворным запахом. Через пару дней станете невыносимо вонять, а в скелет превратитесь примерно через пару месяцев. И вот этот запах, что вы выделяете, предупреждает других. Это тело есть нельзя. Точнее, так происходит в природе. Даже дикие львы часто бросают свою добычу через сутки, даже если ее не доели. Ведь дальше опасно. Пища испорчена. На такое способны только падальщики вроде гиен. Ведь у них в желудке такая кислотность, что переваривает кости и даже сибирскую язву. Вот их этот запах и привлекает. А человеческий желудок слабый. Поэтому для нас этот запах — сигнал смертельной опасности. А потому он и вызывает у нас тошноту и страх. Впрочем, хоть мы и далеко не в дикой природе, но забытая и испорченная курица в холодильнике пахнет точно так же. То есть по стандарту человека не может привлекать мертвый человек. Так значит ли это, что некрофилы просто больные и сломанные люди? Да. И не совсем. На самом деле некрофилия, как и любые другие парафилии, что мы обсуждали, это не сколь однозначный диагноз, а спектр. По статистике психиатров, большинство некрофилов испытывают такое же отвращение к гнили, как и мы. Но зачем они тогда это делают? Самый яркий пример — Джеффри Тамер, американский серийный убийца. На его счету 17 жертв, и прославился он как милуокский каннибал. Но он был не только убийцей и людоедом, но и экспериментатором. Он сверлил черепа жертвам и вводил туда соляную кислоту. Для чего? Он пытался сделать своего рода лоботомию, сломав лобную долю, которая и отвечает за наши решения и волю. То есть он пытался химически выжечь личность и сделать себе живую, но послушную куклу, которую ему не
не откажет и не сможет убежать. Правда, это были все его познания в хирургии, а потому смерть была побочным эффектом его экспериментов. И несмотря на все другое, что он делал со своими жертвами, именно поиск партнера было первичной мотивацией. И таких людей, как Джеффри или Карл из начала видео, почти 70% от всех изученных случаев. То есть они любят не смерть как таковую, они любят безопасность, власть и контроль. Живая девушка может отказать, она непредсказуемая. А когда острая неуверенность и острый дефицит реализации потребностей встречаются в мозгу сломанной личности, вместе они доходят до апофеоза, где мертвый человек не мертвый, а безопасный и безотказный, а значит идеальный партнер. Но сейчас по такое описание с легкостью попадет чуть ли не каждый. Страх отказа, тревожность и одиночество – это едва ли не эпидемия нашего поколения. Все вокруг друг друга стесняются, боятся и без отношений живут годами. Но при этом трупы не насилуют. Это можно было бы легко объяснить воспитанием. Человека в детстве били и недолюбили, и он вырос с недостатком любви и принятия, вот он и начал это компенсировать. И отчасти это будет правдой. Но недолюбленных половина интернета, а нестабильное детство и токсичные родители – это описание чуть ли не половины семей в мире. Но о преступлениях мало кто из них думает. Так что же произошло? Джеффри жил в холодной и отстраненной семье. Однако его не избивали, не насиловали, и жил он в обычной семье среднего класса, а отец был химиком. То есть его детство было гораздо благоприятнее, чем у многих других также известных серийных убийц и маньяков. Но по сравнению с ними, зверств он совершил кратно больше. Но в биографии у него есть несколько интересных моментов. В детстве его холодный отец попытался с ним сблизиться через знакомый ему способ, через науку. Они проводили эксперименты, и он показывал, как очищать тушки маленьких животных, чтобы получать чистые кости. Потом, уже будучи подростком, у него появилась фантазия. Он начал мечтать о бегуне. Мимо их дома бегал мужчина, а Джеффри прятался в кустах и мастурбировал. Но не на самого бегуна, а на фантазию. Он представлял, как оглушает бегуна битой, и пока тот лежит без сознания, он его трогает. Примерно в тот же период он начал пить. С 14 лет он сильно злоупотреблял алкоголем, а алкоголь в таком возрасте – кислота для мозга. Он нарушает формирование префронтальной коры, нашего тормоза, что и отвечает за контроль. А первое его убийство произошло в 18 лет. Родители развелись и оставили его одного на все лето. Он много пил, катался на машине и подобрал автостопщика, 18-летнего Стивена Хикса, что ехал на концерт. Они приехали к нему домой, слушали музыку, пили и веселились. Но когда наступил вечер и Хикс собирался уходить, Даммер ударил его гантелей по голове, а потом задушил. И после убийства он впервые реализовал ту самую фантазию, которую буквально надрочил в кустах за подростковые годы. Он завладел безвольным телом. В своих интервью Даммер рассказывал об этом так: «Я просто не хотел, чтобы он уходил». Вполне вероятно, тут наложилось сразу несколько вещей. Отстраненность родителей сделала его психику очень уязвимой. Ему не хватало любви, а эксперименты с отцом стали чуть ли не единственным актом близости, что, вероятно, и связало проявление любви со смертью и контролем. А алкоголь и одиночество усугубили все остальное. И причем нет никаких сведений о том, что его мозг был как-то поврежден или он чем-то болел, а по некоторым источникам его уровень IQ описывали как сильно выше среднего, если не выдающийся. То есть, как и всегда, просто сломанная психика, где одиночество дошло до крайности. И поэтому в начале видео я сказал об этом как о спектре. В некотором роде смысл жизни — это любовь. К жизни, к друзьям, к себе. Ну и банальная близость с партнером. Исходя из такой логики, одиночество — это результат отсутствия смысла жизни, отсутствия любви. Но потребность не остается, а потому компенсируется по-разному, зависимо и от возможностей, и от состояния психики. Ведь, как мы говорили в ролике про педофилию, большая часть преступлений совершается здоровыми с точки зрения физиологии людьми. У них не поврежден мозг и нет никаких болезней. Поэтому кто-то компенсирует недостаток любви и контроля над беззащитным ребенком, а кто-то, в силу своей еще большей закрытости, над бездыханным телом. И причем не все ради этого убивают. Почти половина зарегистрированных некрофилов работали в сферах, связанных со смертью. Это сотрудники моргов, работники кладбищ, водители катафалков. Некоторые из них даже работают
под прикрытием. Это Дэвид Фуллер, пенсионер и обычный электрик, который 5 лет назад получил пожизненный срок в тюрьме. Но не из-за того, что плохо починил розетку, а потому что изнасиловал более 100 трупов. А перед этим еще в молодости совершил несколько убийств. Узнали об этом случайно, расследуя те самые старые незакрытые дела. А когда к нему пришли с обыском, вместо улик об убийствах нашли его жесткие диски на 23 терабайта фото и видео. Более 30 лет он работал штатным электриком и супервайзером по техобслуживанию в больницах графства Кент. И у него был пропуск с возможностью пройти, в том числе и в морг, чтобы, например, проверить проводку. И все эти года, пока его жена и дети спокойно спали дома, а медсестры уходили на перерыв, он, пользуясь доверием и изъянами системы, вел вторую жизнь, по которой вел свой видеоотчет и собственную картотеку, сортируя жертв по папкам. К сожалению, его биографии изучено мало. В молодости он подглядывал в окна, потом начал вламываться в дома, чтобы красть белье, а уже будучи взрослым, морг стал для него идеальным местом, в котором его желание власти реализовалось по максимуму. Если бы не его старые преступления, это бы продолжалось до сих пор. Но что примечательно, в морге он не смотрел на возраст жертв, но он выбирал только свежие тела. Потому что пачкать руки не хочется. И вот именно таких людей, психически нездоровых, которые компенсируют свою внутреннюю недостаточность и ничтожество, среди некрофилов большинство. Они любят не трупов, а роль, которую они для них исполняют. А что насчет остальных? Когда в наш нос попадают молекулы кадаверина и путрессина, трупного яда, мозг, благодаря эволюции, бьет тревогу. У нас есть область под названием инсула, ее еще называют центром ощущений. Она отвечает за эмоцию, эмпатию и отвращение. Когда мы видим или чувствуем гниль, они вместе с амигдалой, что отвечает за страх, работают в синергии, и вас начинает тошнить. Банальная система безопасности. Но у некоторых эта система сломана. По системе Анила Агравала выделяют 10 классов некрофилии по их степени тяжести. Самые первые, которых и большинство, это классы ролевых игр и фетишей, или поиска контроля и воссоединения с умершими. Но есть и очень редкие, вроде тех, кого привлекает трупный запах, кто идет на убийство или вообще не может спать живыми. Известен случай Карен Гринли, что стало популярным после того, как в 1979 году ее поймали за угон катафалка с телом мужчины. В своем интервью она признавалась, что подобные случаи были не раз. Она работала в похоронном бюро, и по ее словам, она не могла достичь удовлетворения живыми людьми, а запах и ауру смерти она называла очень сексуальной, перед которой не смогла устоять примерно 40 раз. Но все же она предпочитала более свежие тела, поэтому от 10 категории она далека. В конце концов, о 10 категории криминалистика знает очень мало, в основном только из анонимных показаний. Но вот близок к ней был Виктор Ардисон, работник кладбища, что неожиданно для себя начал испытывать тягу к мертвым. Он выкапывал тела из могил и жил с ними, называя их друзьями или невестами. И помимо этого он проводил ритуалы, в которых пил их жидкости и кровь, чтобы стать ближе к ним, из-за чего его и прозвали вампиром Мюи. Что с ним было не так? В 30-х годах ученые Клювер и Бюсси проводили эксперименты, удаляя или повреждая у обезьян височные доли и миндалевидное тело. Результатом стало то, что назвали синдромом Клювера-Бюсси. Из-за повреждения этой зоны, в том числе у людей после травмы и инсультов, исчезает чувство отвращения. И одновременно с этим развивается гиперсексуальность. Так обезьяны начинали спариваться с кем угодно, с другими видами и с неодушевленными предметами. Ученые полагают, что у истинных некрофилов существует дефект этой связи, а сигнал от запаха разложения вместо центра отвращения ошибочно уходит в центр удовольствия, прилежащее ядро. И мозг буквально вознаграждает их дофамином за то, что должно вызывать рвоту. То есть, как и всегда, все сводится к двум категориям. Либо сломанный мозг с внутренними механизмами, где мерзкое по ошибке приносит удовольствие, либо сломанная психика, где потребность в любви, власти и контроле доходит до опасной крайности и может прогрессировать. Либо вообще все вместе. И какая тут мораль? Трахать трупы плохо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Но все же это в любом случае не больше, чем теории. Тема некрофилии изучена меньше, чем многие другие профилии. Хотя звучит логично. Если человек идет против нормы, значит это какая-то болезнь или отклонение. Все легко и просто. Но я бы не был так уверен.
Манчжурия, Китай, Вторая мировая война. Японский отряд 731 под командованием генерала-лейтенанта Сиро Исии. Официально это был исследовательский центр по очистке воды, а на деле крупнейшая в истории лаборатория биологического оружия. Те эксперименты ставились на живых людях. Объект маскировали под лесопилку, а потому заключенных нельзя было называть людьми. Их называли марута, по-японски бревно. И прижился не только термин, но и отношение к заключенным. К ним относились как к вещам, расходному материалу, как к бревнам. Сотрудникам дали абсолютную безнаказанную власть, где с бревнами можно было делать что угодно. Их убивали, насиловали, и грань между живым бревном и мертвым стиралась. В материалах трибунала есть свидетельство, что насилие над умирающими или только умершими было очень частым явлением. Среди исполнителей в основном была молодежь. Самый молодой из скамьи подсудимых – Юдзи Крусима, 26 лет. Лаборант, который просто выполнял приказы в лаборатории. И по свидетельствам, именно молодые лаборанты и сотрудники низшего звена чаще всего упоминаются в контексте насилия и некрофилии. Безусловно, настоящими некрофилами они не стали. Они не прикасались к испорченным и гнилым. И все они были абсолютно здоровыми и вменяемыми. Просто система дала им власть, и они ею воспользовались. Не забывайте, что публичные смертные казни во многих странах существовали до середины прошлого века. В Лондоне на казнях собирались огромные толпы на десятки тысяч человек, и все это в карнавальной и праздничной атмосфере. Это было развлечением для людей многие века. Монстр живет в каждом из нас, и всегда его сдерживала лишь тонкая стена в виде социальных норм и страха наказания. И очень вряд ли, что в нашей природе что-то изменилось. Действительно, некрофилия и прочие отклонения и преступления – это очень плохо, и такие люди очень плохие. Максимально банальный вывод, только толку от него, когда выясняется, что за ширмой мировой политики происходят вещи кратно хуже, чем мы можем себе представить, а кумиры миллионов, говорящие о морали, этой самой моралью не обладают. Вывод я хочу сделать другой. В середине 20 века философ Эрих Фромм, изучая феномен Гитлера и сталинских лагерей, ввел понятие «некрофильный характер». Не в смысле секса с трупами, а в смысле отношения к миру, где любой человек становится не человеком, а функцией, инструментом, бревном. Некрофилия по Фрому – это страсть превращать все живое в неживое, сделать ее предсказуемой, механической, удобной. Настоящих некрофилов с патологиями – единицы. Героев нашего выпуска объединяет одно – не любовь к смерти, а страх перед жизнью. Некрофилия в широком смысле – это абсолютная точка невозврата в желании власти. В здоровом мире отношения – это всегда диалог двух равных субъектов, а в мире некрофила, будь это генерал в концлагере или человек, что во всех видит лишь ресурс, есть только монолог, где все остальные – это вещи и функции. Поэтому выводы из этой истории делайте сами. Но хотелось бы напомнить, человечность – это не врожденная данность и не подарок эволюции. Это постоянное ежедневное усилие, это отношение к себе и к другим людям. Кто такие некрофилы, и так все понятно. Но далеко ли мы с вами от них ушли? С вами был Альберт, подписывайтесь на канал и мои социальные сети в описании. Мой бесплатный бот-психолог там же. И будьте людьми. Всего хорошего.